Когда вы сегодня заходите в современный процедурный кабинет, и медсестра дежурным голосом спрашивает вас, как переносите взятие, в обморок раньше не падали? Это не просто вежливость. Это многовековой шлейф одной из самых жутких и вместе с тем популярных медицинских процедур прошлых времен. Сама фраза «от страха кровь стынет в жилах» имеет под собой строгую эволюционную базу. При сильном стрессе организм включает вазоконстрикцию, то есть спазм сосудов, и резко выбрасывает в кровь белки, отвечающие за свертываемость. Тело буквально готовится к битве и потерям при встрече с опасностью. И наши предки пользовались этой способностью напропалую, пока не додумались пускать кровь себе и товарищам специально. С давних времен, вплоть до конца XIX века, люди были абсолютно помешаны на лечебном кровопускании. Заболела голова? Кровь наружу. Лихорадка? Тащите таз. Причем после процедуры пациенты действительно часто выходили от лекаря улыбчивыми и довольными. Дело тут не в чудодейственном исцелении, а с точки зрения физиологии резкая потеря крови вызывает чувство эйфории. Древние медики принимали этот кратковременный кайф за признак выздоровления, но на деле просто улучшали самочувствие пациента вот таким страшным способом. В это сложно поверить сегодня, но на протяжении веков врачи презирали хирургов. Долгое время физический осмотр считался чем-то недостойным джентльмена-медика. Врачи ставили диагнозы на расстоянии, по рассказам больного, по выражению его лица и даже осмотру его мочи, проводя подробный анализ мочи по цвету, осадку и вкусу. Да, врачи пробовали ее на вкус, чтобы предположить, чем болен пациент. При этом физический контакт с телом и любые манипуляции, ампутации, кровопускания считались грязным ручным трудом и находились в ведении цирюльников, то есть парикмахеров, которые также пускали кровь и рвали зубы, и на социальной лестнице стояли гораздо ниже врачей. Цирюльник брал в руки либо ланцет, это такой прародитель скальпеля, которым делали аккуратный надрез, либо флем, более грубый инструмент, по которому нужно было резко бить сверху. Позже появился скарификатор, он позволял работать на меньшей глубине и наносить менее глубокие повреждения. Знаменитый символ барбершопов, Barbers Pole с английского, столб цирюльника, это на самом деле упрощенная версия деревянного столба или стержня высотой от полуметра до 2 метров, который пациент должен был крепко сжимать в руке, чтобы вены набухли и цирюльник мог быстро найти их на руке пациента. По той же причине и сегодня при взятии крови нас просят поработать кулаком. Красные и синие, или только красные спирали на белом фоне, когда-то были сохнущими на улице бинтами, которые были окрашены в красный после работы цирюльника. Их стирали, развешивали на тот же столб, на котором кровь брали, и они сворачивались спиралью на ветру, создавая естественную рекламу своему мастеру. Синие полосы, по одной из версий, были добавлены в этот символ позже патриотичными американцами, желавшими подогнать этот символ под цвета флага США. Кровопускание, которое было призвано улучшать здоровье, делали всем, кто был в состоянии напрячь руку, в том числе и первым лицам стран. Считается, что именно кровопускание добило первого президента США Джорджа Вашингтона. Пытаясь вылечить его от тяжелой простуды, врачи менее чем за полдня слили около 2,5 литров крови. Это почти половина всего объема в организме. Из-за чего на простуду наложилось сильное обезвоживание, и результат оказался фатальным. Врачи лечили словом и рецептом, а хирурги ножом. Их официальное объединение в единую науку произошло относительно недавно, ближе к XIX веку, во многом благодаря развитию анатомии и открытию анестезии. В это же время наступил пик пиявкомании. Франция, например,
импортировала до 40 миллионов пиявок в год для медицинских нужд. Они расходились по аптекам, где их продавали как живые лекарства. При необходимости человек мог купить очищенных от лишней слизи пиявок и либо поставить их сам, либо позвать для этого цирюльника, или вариант для совсем искушенных и богатых пригласить для этого врача. Пиявки действительно работали гораздо лучше ручного кровопускания. Руку не нужно было специально повреждать, пиявки сами прокалывали кожу и напитывались лишней кровью. При этом они выделяли обезболивающее и кроворазжижающее в рану, чтобы их жертва, или с точки зрения медицины счастливчик на лечении, не чувствовала боли, и кровь быстрее выходила из организма. В общем, пиявки, как живые шприцы, были по-своему хороши для сливания крови, но они не позволяли делать ничего больше, в отличие от настоящих шприцов. Когда ученые в 17 веке поняли, что кровь циркулирует по организму, они сразу попытались ее переливать. Но консервировать кровь тогда не умели, она мгновенно сворачивалась. Поэтому переливание делали напрямую, соединяя артерию донора и вену больного. Врач брал гусиные перья или тонкие серебряные трубочки, связывал их кусочками высушенных коровьих кишок вместо современных шлангов и вставлял этот контур в надрезанные сосуды. Иногда также кровь переливали и от ягнят или телят. Считалось, что кровь кроткого ягненка может успокоить буйного сумасшедшего. Большинство пациентов после этого, естественно, погибали от тяжелейшего шока, из-за чего переливание крови запретили на государственном уровне почти на 150 лет. Вообще, среди всех сфер медицины на первом месте по кровопотерям стоит гинекология. Раньше много женщин погибало именно из-за кровопотерь при родах. Только в XIX веке британский акушер Джеймс Бландл смог вернуть переливание в практику, чтобы спасать рожениц. Бландл изобрел новый способ. Кровь донора выпускали в подогреваемую воронку, которая была подвешена высоко над пациентом. Из воронки выходила трубка, ведущая в вену, и кровь самотеком стекала в пациента. Проблемой изобретения Бландова было то, что кровь на воздухе стремительно сворачивалась. Врачам приходилось действовать со скоростью молнии, чтобы сгустки крови не начали образовываться и не попали в кровоток. Но даже это не всегда спасало. До изобретения надежных антикоагулянтов, то есть консервантов, которые не дают крови сворачиваться при хранении, кровь нужно было переносить от донора к больному максимально быстро. В начале 20 века врачи уже активно использовали для этого специальные шприцы большого объема, например, шприцы Жанне. Врач вводил иглу в вену донора, набирал шприц крови и тут же вводил ее в вену пациента, пока она не свернулась. Часто использовалась целая батарея шприцев. Пока один врач набирал кровь у донора, второй вводил ее пациенту, а ассистент тут же промывал освободившиеся шприцы. Надо ли говорить, что частые введения шприца не шли на пользу пациентам? Чуть позже процедуру усовершенствовали, чтобы не колоть вены по 100 раз. Появились специальные аппараты, например, аппарат Бека или аппарат Юдина, которые по сути представляли собой шприц со сложным тройником или переключающимся краном. Поворот крана в одну сторону, и шприц набирает кровь из вены донора. Поворот в другую, тот же шприц вливает кровь в вену больного. Но сегодня шприцы значительно изменились, и ситуация совершенно иная. Чтобы процедура взятия крови не осталась средневековой пыткой, инженерам пришлось пойти на ряд ухищрений. Взять хотя бы обычную медицинскую иглу. Если вы думаете, что для безопасного взятия крови игла должна быть идеально гладкой, то вы ошибаетесь. На деле все наоборот. Гладкую поверхность иглы на заводах намеренно портят, создавая очень мелкую шероховатость на ней. Это нужно, чтобы можно было нанести силиконовую смазку. Без неровностей смазка бы просто капала и соскальзывала с иглы. Именно смазка полностью снижает трение, позволяя металлу
буквально раздвигать волокна кожи и скользить вдоль ткани, почти не вызывая боли. Но создать идеальную иглу – это полдела. Нужно заставить кровь течь туда, куда нужно, и с правильной скоростью. Теоретически можно это делать шприцом, и поначалу так и делали. Но ручное движение поршня шприца – процесс неконтролируемый, и медсестра запросто может перестараться и взорвать эритроциты неправильной скоростью. Образец будет испорчен, а лаборатория просто отправит такой материал в утиль. Если вы сегодня попросите взять вашу кровь обычным шприцем, медик посмотрит на вас с недоумением. В продвинутых клиниках мира шприцы для анализов сейчас под запретом, поскольку медики рискуют уколоться в процессе переноса крови, а анализ искажается из-за воздуха в шприце, который там всегда есть. Эту проблему решила другая технология – вакуумное взятие крови. Чтобы избежать таких ошибок, сегодня шприцы повсеместно заменили вакуумными системами. Когда вы приходите на анализ крови, вероятно, вы встретите именно их. Отдельно вводится игла, и к ней присоединяются вакуумные пробирки для разных анализов. Принцип работы схож со шприцом. Кровь также всасывается внутрь пробирки отрицательным давлением, но делает это сама. Пробирка заранее сдута изнутри с нужной силой. Но разве кровь не должна хлынуть наружу, когда игла уже в вене без пробирки? Ну, это могло бы быть правдой в прошлом. В современной же вакуумной системе другой конец иглы просто прикрыт резиновой заглушкой, этакой гармошкой. Пробирка прижимает эту гармошку, открывая конец иглы. Игла протыкает пробирку, и кровь весело бежит в пластиковый рай. Когда пробирку убирают, чехол снова прикрывает иглу и задерживает кровь внутри иглы. Примечательно, что при взятии крови даже медсестра не сразу видит, попала ли точно в просвет вены, ведь игла непрозрачная. Но как только пробирка на месте, ее вакуум сам вытягивает столько крови, сколько необходимо. Или не вытягивает, заставляя всех нервничать и повторять все по новой. Чтобы нормально взять кровь, иглу должны вводить под углом 30 градусов или меньше, потому что иначе игла слишком быстро пройдет просвет вены и велик риск пробить ее насквозь. На столе перед медиком, как правило, находится радуга из разноцветных колпачков разных пробирок. Красная, фиолетовая, голубая, зеленая или серая. И нет, это не для голубых кровей и обычных, а для правильного хранения крови перед разными видами тестов. В красной пробирке находится либо ничего, то есть вакуум, либо активатор свертывания, чтобы кровь быстро свернулась и ее можно было отправить на биохимию, анализы на инфекции или гормоны. Фиолетовая пробирка, напротив, блокирует свертывание, позволяя проводить общий анализ крови и определять группу крови. Голубая временно блокирует свертывание, позволяя уже потом в лаборатории провести анализ на свертываемость, не превратив при этом образец в твердое нечто. Зеленая пробирка быстро отделяет чистую плазму, и она нужна для экстренных анализов в реанимации. Наконец, серая заставляет кровь сохранять уровень глюкозы для получения точного анализа сахара в крови. Что интересно, порядок взятия пробирок тоже фиксирован. Сначала наполняется голубая, и только потом красная, зеленая, фиолетовая и серая. В другом порядке на иглу осели бы эти дополнительные вещества из пробирок, и результаты исследования стали бы непредсказуемыми. Кроме того, пробирку ни в коем случае нельзя трясти, ведь встряхивание также мгновенно бы разрушило эритроциты, как и взятие с помощью шприца. Вместо этого медсестра должна аккуратно перевернуть емкость от 5 до 8 раз, чтобы кровь мягко смешалась с веществом из пробирки. Эритроциты – вообще проблема и боль в диагностике. Из-за их природной хрупкости медики отказались от взятия крови шприцом. Из-за них же медперсонал открещивается, когда пациенты просят взять иглу поменьше или взять кровь прямо из катетера. Ведь в малой игле эритроциты будут тереться о стенки и обязательно порвутся. Катетер же скапливает остатки вводимых веществ и тоже искажает результат. Внешнее взятие покажется идеальным, но на центрифуге образец окажется испорченным.
Финальный аккорд. Когда вы выходите из кабинета, в одних странах рекомендуют согнуть руку, в других наоборот разогнуть. Сгибание дополнительно травмирует сосуды, нарушает нормальный ток крови и дарит гематому позже. Поэтому стандартом постепенно становится прямая рука с давлением, ватой или повязкой. Вообще вся эта суета вокруг пробирок оправдана тем, насколько сложной и капризной структурой является наша кровь. Всем известно, что существует 4 группы крови с двумя видами резус-фактора. На самом деле это лишь верхушка айсберга. Науке известно около 30 систем деления и сотни разновидностей групп крови. Существует даже сверхредкая золотая кровь с нулевым резус-фактором, обладателей которой на всей планете чуть больше 60 человек. Их кровь не имеет ни положительного, ни отрицательного резус-фактора. Поэтому они идеальные доноры крови для любого человека на Земле. Но сами эти люди находятся в заложниках у своей уникальности. Если им потребуется переливание, обычная отрицательная кровь их убьет. Спасет только такой же обладатель золотой крови. Это небольшое количество людей, имеющих уникальную кровь, находится на особом учете. В переливании крови есть другая сложность – тромбоциты. Чтобы их можно было хранить в пластиковых мешках и использовать для другого пациента, мешки должны непрерывно пошатываться из стороны в сторону. Такую болтанку обеспечивает специальная качающаяся панель – тромбомиксер. Она как бы перемешивает их с определенной периодичностью, не давая им склеиться и обеспечивая приток кислорода. Дело в том, что тромбоциты дышат пристеночно, буквально впитывая кислород через микропоры пластикового мешка. Им нужно, чтобы кислород поступал во все части мешка. Если такой прибор остановится, клетки в глубине почти мгновенно погибнут и ценный материал будет утерян. Кровь настолько пластична, что ее профиль можно переписать полностью. При трансплантации костного мозга собственная кроветворная система пациента уничтожается. Если человеку со второй группой крови пересадить здоровые стволовые клетки донора с четвертой, то со временем он станет полным кровяным клоном своего спасителя. Его группа крови станет четвертой навсегда. Вся эта многовековая эволюция неизбежно ведет нас к тому, что классическая стальная игла в вене скоро станет таким же музейным архаизмом, как пиявки, банки или ланцеты для кровопускания. По сути, мы сейчас наблюдаем закат эпохи ручного проникновения в кровеносную систему. Уже сегодня в современных клиниках врачи все реже вводят критически важные растворы вручную. Цена человеческой ошибки слишком высока, когда одно неловкое движение может пустить лекарство слишком быстро. Вместо этого сегодня, например, в каретах скорой помощи используются инфузоматы, своего рода умные электронные капельницы. Это приборы, которые медленно выдавливают содержимое шприца или пакета со строго заданной скоростью. Принцип их работы довольно прост. Механизм либо ритмично пережимает гибкую трубку, подающую лекарство, либо медленно давит на поршень шприца. При этом у них есть сложная система контроля. Зачем нужен такой контроль? Если пациент случайно перегнет катетер, или, что гораздо опаснее, если в систему попадет пузырек воздуха, электроника мгновенно заблокирует подачу лекарства. Воздушная эмболия – штука смертельная, и теперь ее контролирует чип. Кроме того, существует множество людей, у которых плохо видны вены, что создает множество проблем как для самого человека, так и для медика. Биомедицинские инженеры смогли решить уже и эту проблему с помощью инфракрасной подсветки, при которой вены под кожей становятся видны. Однако завтрашним днем, судя по всему, станет полный отказ от самой идеи дырявить кожу ради анализов. Например, уже существуют пластыри, состоящие из сотен малых игл, которые проходят только до поверхностных слоев, в которых находятся сосуды поменьше, капилляры кожи. В результате процедура оказывается абсолютно безболезненной, поскольку иглы физически не дотягиваются до глубоких нервных окончаний. Другой вариант, который сегодня активно тестируют – использование лазера для испарения микроскопического участка кожи в том месте, где раньше требовался прокол.
Это испарение длится доли секунды. Нервная система просто не успевает почувствовать боль, так что для пациента все проходит незаметно. Но, пожалуй, вершина инженерной мысли – новейшие лаборатории на чипе. Чип – это, по сути, стеклянная пластина с каналами внутри, наподобие детской игрушки лабиринта, по которому катается небольшой шарик. Попадая на чип, кровь сама распределяется по микроскопическим каналам, которые разделяют ее на фракции и выдают полный анализ. Для анализа не нужно выкачивать много крови из человека, а достаточно всего одной капли крови. Инженеры и медики проделали большой путь от варварского опасного пускания крови в тазы до деликатного, безопасного и полного анализа по всего лишь одной капле крови. Спасибо за внимание и до новых встреч!